Представьте себе мир, где забота и любовь продолжаются даже после того, как человек покинул этот мир. Мир, где наши умершие близкие не просто остаются в наших сердцах, но и продолжают помогать нам своими советами и предостережениями. Многочисленные истории о том, как покойные родные приходят во сне, предупреждают об опасностях, дают мудрые советы и помогают справляться с трудными ситуациями, заставляют задуматься. Может быть, жизнь не заканчивается с последним вздохом. Может быть, душа действительно бессмертна, а любовь к близкому бесконечна. В этом видео мы расскажем о самых удивительных случаях, когда умершие близкие помогали живым и как их советы меняли жизни людей. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как души ушедших продолжают заботиться о нас и оберегать от бед. Возможно, эти именно советы, эти знаки и подсказки помогут вам в жизни. Поддержка и помощь от умерших близких – это удивительное явление, которое находит отклик в сердцах многих людей. Верим ли мы в это или нет, но истории, подобные рассказанные далее, заставляют задуматься о том, что наши близкие всегда рядом, даже после смерти. Их любовь и забота продолжают охранять нас, предупреждая о грядущих опасностях и помогая делать правильные выборы в жизни. Итак, сегодня истории, которые показали, что советы с того света могут быть реальными и очень важными. Вы знаете, Марина всегда верила, что умершие близкие никогда не по-настоящему не покидают нас. Они остаются рядом и наблюдая за нашими жизнями и продолжая заботиться о нас с того света. Эта вера не раз помогала Марине преодолевать жизненные трудности, но один случай особенно запомнился ей и доказал, что наши родные действительно всегда с нами, даже когда их уже нет среди живых. В один из самых сложных периодов своей жизни Марина познакомилась с Игорем. Он казался для нее идеальным, высокий, красивый, уверенный в себе. Марина безумно влюбилась в него, но за этой внешней привлекательностью скрывался хладнокровный расчет. Игорь пользовался ее добротой и преданностью, не испытывая к ней настоящих чувств. Каждый день он приносил новые разочарования Марине и слезы. Марина страдала, но не могла расстаться с Игорем. Она верила, что любовь победит все, и он изменится. Но однажды ночью, когда она плакала в подушку, ей приснился сон, который изменил все. Во сне к ней пришел ее покойный отец. Он стоял молча и смотрел на нее с укором, словно пытаясь донести до нее что-то важное. Марина почувствовала, как его взгляд проникает в самую глубину ее души, заставляя осознать, насколько жалко она выглядит со стороны. Они стояли троем – Марина, Игорь и отец. Дорога, по которой они шли, тянулась через бескрайний луг, и конца ей не было видно. Внезапно отец позвал Игоря за собой, и они пошли прочь, оставляя Марину одну. Она стояла и смотрела им вслед, пока они не исчезли за горизонтом. Проснувшись, Марина поняла, что отец пытался ей сказать. Он хотел, чтобы она увидела себя со стороны и осознала, что заслуживает лучшего. Эта ночь стала переломной в ее жизни. На следующий день Марина приняла решение расстаться с Игорем. Она осознала, что этот мужчина тянет ее в бездну безысходности и что она достойна счастья и уважения. Марина больше никогда не видела Игоря и не знала, что с ним произошло. Но она была благодарна отцу за то, что он пришел к ней во сне и помог сделать правильный выбор. Эта история стала для Марины доказательством того, что любовь и забота близких продолжаются даже после смерти. Такая история может служить предупреждением и напоминанием о том, что наши действия и решения всегда находятся под пристальным вниманием наших близких, как живых, так и ушедших. Это заставляет нас быть более внимательными к себе и к своим поступкам.
Следующая история – это история Марии и ее мамы. Это трогательное напоминание о том, что любовь и забота наших близких не заканчивается с их уходом. Они остаются с нами, поддерживают и помогают справляться с самыми тяжелыми испытаниями. Верим ли мы в это или нет, такие истории заставляют нас задуматься о том, что связь между нами и нашими умершими близкими никогда не рвется. Мария всегда верила, что умершие близкие никогда по-настоящему не покидают нас. Они остаются рядом, наблюдая за нашими жизнями и продолжая заботиться о нас с того света. Одна из таких историй особенно запомнилась ей и доказала, что наши родные действительно всегда с нами, даже когда их уже нет среди живых. Мария всегда была очень близка со своей мамой. Она делилась друг с другом самыми сокровенными мыслями и чувствами, поддерживали друг друга в любых обстоятельствах. Когда мама Марии тяжело заболела, она ухаживала за ней до самого конца. Потеря мамы стала для Марии невосполнимой утратой. Она чувствовала себя опустошенной и потерянной. Казалось, что жизнь потеряла всякий смысл. Мария проводила дни в бесконечной тоске, а ночи в слезах и бессоннице. Мысли о том, чтобы последовать за мамой на тот свет, не давали ей покоя. Она хотела быть рядом с ней, чувствовать ее тепло и поддержку. Однажды, когда Мария уже почти была готова на безрассудный поступок, к ней пришел удивительный сон. Во сне Мария увидела свою маму. Она выглядела, правда, намного моложе, здоровее, чем в последние дни своей жизни. У нее были длинные, красивые черные волосы, а на лице светилась радостная улыбка. Мама стояла в красивом саду, окруженном белой изгородью, и казалась совершенно счастливой. Она обняла Марию и начала с ней говорить. «Моя дорогая, я здесь, я дома, и мне здесь очень хорошо», – рассказала мама. Она также рассказала, что на том свете ее окружает любовь и забота. С ними ее отец, брат и сын. «Ты должна остаться здесь, твое время еще не пришло. Когда-нибудь мы снова будем вместе, но не сейчас. Ты должна жить дальше и быть счастливой». Эти слова глубоко тронули Марину, и она поняла, что мама действительно счастлива и что ей не нужно торопиться покинуть этот мир. Во сне мама показала Марии, что она всегда будет рядом, следить за ней и поддерживать в самые трудные моменты. Проснувшись, Мария почувствовала, как тяжесть на сердце немного ослабла. Ее боль не исчезла полностью, но она стала более терпимой. Мария решила следовать совету мамы и продолжать жить, зная, что ее близкая душа всегда рядом, оберегает ее и поддерживает. Знаете, иногда души умерших близких приходят к нам во снах, чтобы предупредить и о грядущих событиях или болезнях. Эти сны часто бывают настолько яркими и запоминающимися, что их невозможно игнорировать. Они приносят нам важные послания и помогают нам принять меры для того, как случится что-то плохое. Однажды Наталья, молодая мать двоих детей, столкнулась с тревожной ситуацией. Ее младшая дочь София начала кашлять и чувствовать себя плохо. Сначала Наталья думала, что это обычная простуда и не придала этому большого значения. Она лечила дочь домашними средствами и надеялась на скорое выздоровление. Но одна ночь изменила все в ее жизни. Наталье приснился и ее покойный дедушка. Он был человеком, которого она всегда любила и уважала. В этом сне дедушка выглядел так, как она его помнила, седыми волосами, добрыми глазами и мягкой улыбкой. Но в этот раз его лицо было серьезным. Во сне дедушка подошел к Наталье и протянул ей руку, в которой была лестница. «Вот тебе лестница, полезай и дочку прихвати», – сказал он. Наталья удивленно спросила, а куда ведет эта лестница? Дедушка спокойно ответил: в больницу. Наталья попыталась возразить, что ей туда не надо, но дедушка настойчиво повторил: надо.
Проснувшись, Наталья сразу почувствовала тревогу. Этот сон был настолько ярким и реалистичным, что она не могла его проигнорировать. Она решила прислушаться к дедушкиному предупреждению и на следующий день отправилась с дочкой к местному фельдшеру. Фельдшер, послушав Софи, сразу же направил их в городскую больницу. В больнице врачи провели полное обследование и обнаружили у Софии пневмонию. К счастью, болезнь была выявлена на ранней стадии, и врачи смогли быстро начать лечение. София поправилась, и Наталья была безмерно благодарна своему покойному дедушке за такое предупреждение. История Натальи и ее дедушки – это трогательное напоминание о том, что наши близкие продолжают заботиться о нас даже после смерти. Такая история укрепляет нашу веру в то, что связь между живыми и умершими никогда не прерывается. Она не напоминает нам о том, что мы никогда не остаемся одни, и что наши близкие всегда готовы прийти на помощь в самые трудные минуты, и даже если это происходит через сны или знаки. Предупреждение о болезнях через сны – это удивительное явление, которое помогает нам вовремя принять меры и предотвратить серьезные последствия. История Натальи и ее дедушки – это яркий пример того, как любовь и забота продолжаются даже после смерти. Следующая история о том, как покойный муж защитил свою семью от большой беды. Вы знаете, иногда души умерших, они действительно приходят к нам во снах, чтобы предостеречь о грядущих опасностях. Эти сны часто бывают настолько яркими и запоминающимися, что их невозможно игнорировать. Они приносят нам важные послания и помогают нам избежать серьезных неприятностей. После смерти своего мужа Михаила Марина часто чувствовала его присутствие. Он был ее опорой и защитой на протяжении многих лет. И даже после его ухода она знала, что он продолжает заботиться о ней и о их дочери. Однажды ночью, когда Марина не могла уснуть, она вдруг почувствовала знакомый запах сигарет. Михаил всегда курил определенные сигареты, и этот запах был настолько реальным, что она насторожилась. Вдруг она уснула, и ей приснился сон, который она запомнила навсегда. Во сне Марина увидела молодого мужчину, входящего в ворота их дома. Он был высоким, темноволосым и красивым, с обворожительной улыбкой. Марина спросила его, а кто он такой? Но мужчина лишь продолжал идти, не обращая внимания на ее вопросы. Она здесь почувствовала достаточно сильную тревогу и беспокойство. Вдруг она увидела своего покойного мужа, сидящего на скамейке в беседке. Михаил смотрел на нее и сказал: «Марина, гони его отсюда! Это не Сергей, это аферист». Эти слова прозвучали так убедительно и настойчиво, что Марина проснулась с уверенностью, что должна что-то сделать. На следующий день дочь Марины привела домой своего нового жениха, чтобы познакомить с его матерью. Когда они вошли в дом, Марина едва не потеряла дар речи. Это был тот самый молодой мужчина из ее сна. И он представился Сергеем и улыбнулся ей той же обворожительной улыбкой. Марина сразу вспомнила слова Михаила, своего мужа, и попросила мужчину показать паспорт. Сергей замялся и попытался уйти от ответа, но Марина была непреклонна. В итоге выяснилось, что он был обычным брачным аферистом, пытавшимся завладеть их доверием и деньгами. История Марины и ее покойного мужа – это трогательное напоминание о том, что наши близкие продолжают заботиться о нас даже после своей смерти. Их любовь и забота находят способы достучаться до нас, предупреждая о грядущих опасностях и помогая справиться с теми или иными трудностями. Предупреждение о грядущих опасностях через сны – это удивительное явление, которое помогает нам вовремя принять меры и избежать серьезных последствий. История Марины и ее мужа – это яркий пример того, как любовь и забота продолжаются даже после смерти. Следующий рассказ показывает нам, как покойный жених помог своей любимой даже после своей смерти.
Лена всегда верила в знаки и предупреждения об умерших близких, и она считала, что их любовь и забота не заканчивается с последним вздохом. Однажды ей пришлось столкнуться с необычным случаем, когда ее покойный жених помог ей разобраться с финансовыми проблемами. Елена и ее жених Алексей были безумно влюблены друг в друга. Они строили планы на будущее, мечтали о свадьбе и о совместной жизни. Но внезапная смерть Алексея от инфаркта разрушила их мечты. И Елена была подавлена, не могла поверить, что больше никогда не увидит своего любимого. Прошло несколько месяцев после смерти Алексея, и Елена все еще не могла смириться с утратой. Она часто молилась и просила его прийти к ней во сне, чтобы попрощаться. Однажды, в одной из таких ночей, ей приснился яркий и реалистичный сон. Во сне Алексей выглядел здоровым и счастливым, как раньше. Он сказал ей, что он жив и что все, что он говорит, и, к сожалению, его никто не слышит. Алексей также упомянул, что банк должен ей деньги. Марина проснулась с ощущением, что это был не просто сон, а настоящее послание от ее жениха. На следующий день Елена решила проверить слова Алексея. Она вспомнила, что в мае перед его смертью они вместе обменивали доллары на рубли в Сбербанке. Также Елена отправилась в банк и попросила проверить ее транзакции. Сотрудники банка, немного удивленные ее просьбой, согласились помочь. Через несколько часов ей позвонили с банка и сообщили, что действительно при обмене валюты в мае была допущена ошибка, и банк остался должен ей несколько тысяч. Елена была потрясена, словно Алексей даже после смерти продолжал заботиться о ней и помог ей вернуть деньги. История Елены и ее жениха Алексея – это трогательное напоминание о том, что наши близкие действительно продолжают заботиться о нас даже после своей смерти. Финансовая помощь через сны – это удивительное явление, которое помогает нам понять и избежать тех или иных последствий. Эти истории показывают нам, что наши близкие действительно всегда рядом. Они продолжают заботиться о нас, передавая свои советы и предупреждения через сны, знаки, определенные подсказки. Верим ли мы в это или нет, но вот именно такие истории заставляют нас задуматься о том, что связь между нами и нашими умершими близкими никогда не рвется. Они продолжают оберегать нас, помогать и поддерживать в самых трудных ситуациях. Помните, что любовь наших близких всегда с нами, и они всегда готовы прийти на помощь даже с того света. Если у вас есть какие-то свои комментарии, напишите их. А как вам ваши близкие, которых уже нет в этом мире, помогали вам? Также, возможно, кому-то ваши советы, ваши подсказки, написанные в комментарии, обязательно другим помогут. Поэтому пишите. А возможно, вам сейчас тяжело, и вы не знаете, что вам делать. Напишите в комментариях, и вам обязательно помогут. Возможно, кто-то напишет комментарий, кто-то вас поддержит, а возможно, кто-то даст вам важный совет. Поэтому не бойтесь, прямо сейчас напишите. Помните о том, что мы все с вами люди. Кто-то выражает более ярко свои эмоции, кто-то не так. Но очень важно осознавать и понимать, что каждый из нас – это в первую очередь человек. И мы с вами живем в этом мире и должны друг друга поддерживать и помогать. Помните об этом. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео. Ваша поддержка нам очень важна и нужна. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже в следующем видео.